Мужчина по имени Иван решил провести выходные на природе, чтобы насладиться свежим воздухом и окружающей его красотой. Он направился в лес, планируя прогуляться по зарослям и насладиться миром дикой природы. Во время своей прогулки Иван заметил что-то необычное. Из-за поворота походной тропы вышел волк, медленно и неловко шествуя. Он выглядел истощенным и раненым, покачиваясь на своих израненных лапах. Сердце Ивана сжалось от сострадания. Однако Иван не испугался. Его любовь к животным и желание помочь взяли верх над осторожностью. Он мигом принял решение приблизиться к волку, но с осторожностью, чтобы не напугать или вызвать у него агрессию. Когда Иван уже был достаточно близко, он заметил, что на лапе волка текла кровь. Очевидно, что волк был подстрелен охотниками. Иван понял, что волку требуется медицинская помощь, иначе его жизнь будет находиться под угрозой. Быстро опередив свои страхи и сомнения, Иван достал свой телефон и набрал номер специализированного центра по охране и спасению дикой природы. Он написал им положение и состояние волка, настоятельно просив отправить бригаду спасателей на место. Пока Иван ждал приезда спасателей, он попытался успокоить раненое животное, сохраняя при этом безопасное расстояние. С его чутким прикосновением и нежными словами он пытался усмирить страх и боль волка. Взаимное доверие начало рождаться. Наконец, спасатели прибыли на место. Они быстро заметили, что рана волка весьма серьезная и требует медицинского вмешательства. С помощью специального оборудования они аккуратно и осторожно обработали и перевязали рану, оказав необходимую помощь животному. Волк был сразу же доставлен в специализированный центр по спасению и охране дикой природы для дальнейшего наблюдения и реабилитации. Там ему предоставили безопасное убежище, где он мог поправиться и восстановиться после полученного ранения. Иван, благодаря своей решительности и состраданию, спас жизнь этому волку. Его смелый поступок стал примером для других людей и побудил их заботиться о благополучии животных и сохранении дикой природы. История Ивана и волка стала широко известна в округе, и люди вскоре начали осознавать, что их действия могут спасти жизни и помочь сохранить важных обитателей природы. Этот случай стал своего рода пробуждением, побудив людей присмотреться к природе и окружающим их живым существам и отнестись к ним с заботой и уважением. Округа быстро появились группы людей, охваченные волонтерским движением по спасению дикой природы. Они организовали поисковые команды, которые патрулировали леса, выслеживая незаконных охотников и помогая раненым животным. Были созданы специализированные центры для реабилитации и восстановления дикой природы. В эти центры перевозились раненые животные, где им предоставлялась необходимая ветеринарная помощь и уход. Каждое животное получало индивидуальное лечение и возможность на восстановление и возвращение в естественную среду обитания. Благодаря таким усилиям численность диких животных начала постепенно увеличиваться. Леса заселялись животными, которые ранее были на грани исчезновения. Местные жители стали активнее принимать участие в охране природы, организуя местные инициативы по посадке деревьев, мониторингу животного мира и образованию о проблемах экологии. Иван тоже продолжал свое дело. Он стал активным участником волонтерского движения, проводил экскурсии по лесам, рассказывая об их богатстве и значимости для экосистемы. Он разрабатывал программы образования, демонстрируя молодежи, как важно беречь природу и биоразнообразие. Постепенно округ приобретал новый облик. Люди осознавали, что они не пристрелщики природы, а ее хранители. Они видели, как жизнь обитателей рек, лесов и полей преображалась благодаря их усилиям. Им все чаще хотелось работать сообща, создавая единую силу, способную защитить окружающую природу. Местные власти тоже не остались в стороне. Они расширили территории заповедников и национальных парков, сформировали специальные комиссии, контролирующие деятельность охотников и лесных хозяйств. Теперь каждая совершенная неправомерная охота или вырубка деревьев величалась как уголовное преступление, за которое полагался тюремный срок и значительные штрафы. История Ивана и волка стала источником вдохновения для всех людей в округе.
Она напоминала им о силе сострадания и решимости, о том, что каждый может принести свой вклад в спасение природы. И волк, которого Иван спас, стал символом преображения и надежды, символом того, что даже в самых темных временах существует светлое будущее. История о спасении волка распространилась далеко за пределы округа. Она стала составной частью национальной кампании по охране природы и биоразнообразия. Иван стал героем национальной премии, получил возможность рассказать о своем опыте на телевидении и встретиться с ведущими экологическими учеными. Сейчас Иван продолжает свое дело. Он призывает каждого человека заботиться о природе, оставлять минимальный след на планете, сокращать использование вредных для окружающей среды материалов. Он помогает и тренирует новых волонтеров, передает им свой опыт и знания. Таким образом, маленький акт сострадания Ивана привел к глобальному движению по спасению дикой природы и преображению окружающей среды. Каждый человек теперь понимает, что его действия могут изменить мир к лучшему. История Ивана и волка стала символом надежды и вдохновения, напоминая о том, что в каждом из нас есть сила и возможность создать зеленое будущее для нашей планеты. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.